Привет, мои дорогие, привет! Вы должны это услышать. Его мысли о вас в эту минуту. Я Лена из Канады, Ванкувер, и я посмотрю для вас честно на таких картах, как Кипер и Таро. Что вы должны услышать о мужчине в ту минуту, когда смотрите, для вас актуально? Что мужчина может вам сказать? Что он может вам предложить, да? И я хочу сказать, что это видео всегда вам поможет понять больше человека, с которым вы взаимосвязаны, больше понять его душу, больше понять его характер и так далее. Итак, вы должны это услышать. Мысли мужчины в данную минуту о вас. В эту минуту, в которую вы смотрите. Мы его вызываем мужчину через этот голубой бант. Этот очень красивый голубой бант. Я сейчас заговариваю на то, чтобы именно связаться с мужчиной вашим и услышать его мысли о вас. Давайте смотреть. Мы вообще, если кто не знает, можем попросить дух вселиться в какой-то предмет. Для этого есть и обереги, в общем, вы знаете, да? То есть доверяйте предсказателю, я знаю, что я делаю. Итак, мысли. Что такое? Его мысли? Ха-ха! Это же надо, а? Его мысли на карте написано, представляете? Эта карта номер 16 у Кипер, называется «Его мысли». Вот это удивительно просто. Я взяла эту колоду, не зная, что на дне колоды будет карта его мысли. Потрясающе. А что же на этом дне колоды? Ну, здесь Нептун, это карта Нептун. Исцеление нужно, потому что здесь святой Рафаил. Может, мужчина болеет, или нужно исцеление вашим отношениям. Но это карта Нептун. Нептун у нас это покровитель всего, что непонятно, всего, что туманно. И Нептун покровитель числа 7. Если у мужчины есть в числе рождения, в числе души, или же в числе дома он живет, в числе номера телефона 7, это вот четко о нем, что он непонятный человек, потому что Нептун — это число непонятностей. И в западной нумерологии, которую, кстати, мало кто знает, и секреты ее, именно число 7 — это Нептун. Вот так, дорогие мои. Вот такой мужчина, да? Темный, непонятный. А думает он о вас, это точно. Нужно немножко раздеться, жарковато стало. Видите, сегодня солнечный день такой яркий. Итак, что же о вас думает мужчина в эту минуту? Ну, думает он точно. 16 номер тоже 7. 1 плюс 6 будет 7. То есть, вот смотрите, здесь вообще столько нумерологической правды, синхронности, да? Столько синхронности. Нептун — это число 7, и 16 номер карта мысли, его мысли 7. Он по этой карте скучает о вас, рисует ваш портрет, хочет с вами связаться. Ну, у меня, как всегда, можно выбрать левый или правый расклад, конечно. Вы можете выбрать левый или правый расклад. Вызываем дух мужчины через этот синий, голубой, красивый очень бант. И спрашиваем его духа, потому что как на духу, да? Скажи на духу, как на духу. Что ты думаешь обо мне в эту минуту? Можно спросить, задавайте свои вопросы мужчине. И вы должны это услышать, это точно. Итак. Ну что ж, карта очень хорошая, да? Очень. Потому что эта карта говорит о том, что именно сейчас мужчина говорит, ты была права. По справедливости все. Ты была права. Вот он говорит вам сейчас через эту карту. Ты была права. Ты сказала то, к чему я не был готов, то, что я думал, но я не мог это озвучить. Ты была права. Насчет моей мамы, например, или насчет моей работы, насчет моей привязанности к алкоголю, насчет чего-то. Ты была права, он говорит вам, да. И да, сейчас мужчина занят, может быть, или хочет улучшить свой заработок. Видите, сколько денег, да? Он хочет сделать так, чтобы вы были богаты. Он хочет, может, вам подарить подарок, какой-то сюрприз сделать. Но это у многих проиграется, но не у всех. Может быть, он жадный у некоторых проиграется. Ведь карты имеют много значений. Я вам показываю трактовку карты, да?
Вы должны это знать, что у некоторых он жадный, а у некоторых он хочет заработать, чтобы вам подарить подарок. Может быть так. Понимаете? Кстати, у меня вон там кресло, можете присаживаться. И разговаривать со своим мужчиной как на духу, как на чистоту. Вы должны это знать. Что вы должны знать? Он спит и видит, когда все будет хорошо. Но это как каждый человек, это хорошо, да, все. Он спит и видит, когда все вот эти проблемы, которые между вами закончатся. Уйдут обиды, все пройдет, и все станет на свои места. Он, знаете, он такой немножко человек, который все бросает на самотек и говорит, время лечит. То есть он немножко пассивный в том вопросе, о котором вы сейчас подумали, да. Мощная карта. А вот представляет из себя, вот смотрите, сверху он пассивный. Трус бездействует, вообще любой мужчина трус и самодур, любой мужчина. Любой мужчина внутри, он думает, что он лучше женщины, а на самом деле трус и самодур. У каждого мужчины есть эти качества. Я к мужчинам хорошо отношусь, я просто знаю их качества. И с одной стороны он пассивный, а с другой стороны он внутри думает, что все скачет, как сумасшедший дом. Это же карта колесница. Опасная карта. Вот опасно все на самотек пускать. Он очень часто пускает все на самотеке. Наверное, ваши отношения довел до ручки, потому что все пустил на самотек. Мол, пусть говорят, а все равно нет, нужно останавливать грубиянов, негативных людей. Он никого не останавливал. Может, свою родню, может, своих детей. В общем, карта колесница говорит о том, что ему кажется, что он много делает, потому что колесница – это его самоощущение. На самом деле он не делает ничего. Он, конечно, восхищен вами часто бывает. И вот эта карта, знаете, когда вы встретились, вот вы для него как такая птица возрождения к жизни опять, как живой воздух, как глоток живого воздуха. Вы для него сама жизнь. Вот он восхищен, может быть, фигурой, волосами, глазами, красотой вашей, восхищен энергией вашей. И тоже, что у вас есть какие-то амбиции, вы хотите что-то менять. Вы ему не раз говорили, что нужно по-другому жить. Но он, видите, первая карта показала, что он знает, что вы были правы. Вам нужно знать, что? Вам нужно знать, что он немножко как ребенок. Ну, любой мужчина как ребенок заигрался, да, в жизнь. И не планирует, понимаете, вот все летит тартарары по карте колесница, и хлопоты у него какие-то пустые немного. Вы должны услышать это о нем, потому что он на самом деле такой наивный, на самом деле наивный. Знаете как, когда грубиян с такими, как это мужской гормон, тестостерон, да, такой грубоватый, мужиковатый, или какой он там у вас, вы даже не верите, что он как ребенок наивный. Думаете, ну да, наивный, почему ты грубишь? Но на самом деле наивный. И в эту минуту, в ту, в которую вы смотрите видео, вам нужно знать, что он очень наивный человек, да. Очень наивный. Что вы должны услышать? Что вы должны услышать о нем? Потому что мы вызывали его сюда, да. Ну вот он хотел бы, чтобы вот такая французская какая-то карта, да, там кафе, там идет радостная вот Эльфиева башня, что ли, да, чтобы радостная такая жизнь идет, все так уютно. Он хотел бы с вами за чашечкой кофе, бокалом вина или чая поговорить о жизни. Он вот, знаете, если вы давно с ним не виделись, он вот скучает за такой обстановкой. Когда утром вы для него завтрак готовите, вот скучает за этой обстановкой. Но по этой карте тоже вы должны знать, что если мужчина сейчас в поездке, может, он с другом разговаривает, может быть, он решает какие-то дела, какие-то переговоры, может, идут, может, о зарплате, может, он работу ищет у кого-то. Ну, не у всех идут переговоры, может быть, он простой человек. Да, Архангел Михаил собственной персоной. Вот вы точно должны услышать, что мужчина сейчас требует исцеления.
Может, он не признается, что он религиозный, но может быть, он сейчас молится. Может быть, он молится и просит Архангела Михаила, чтобы помог вам, чтобы послал вам вот этот летучий голландец, этот корабль, который сведет вас опять вместе. Да, вполне возможно. Что вы должны услышать о вашем мужчине, если он молчит? Да, беседа состоится с ним встреча, скорее всего, это карта свидания. Видите, радуга? Радуга – это метафора примирения. Но карты метафоры, они предполагают, а мы располагаем жизнью, да? И вот в радуге тоже есть, видите, это символ здоровья в отношениях, символ Архангела Рафаила. Вам нужно обязательно встретиться и поговорить. Вот если у вас мужчина пропал, здесь с ним, несомненно, у многих проиграется, будет встреча. Но я хочу сказать насчет того, когда мужчина пропал. Но здесь две есть. Самое главное, это всегда две линии. Первая линия – это обстоятельства его сдерживают. Он не может сейчас приехать по каким-то своим обстоятельствам. И я здесь некоторые из этих обстоятельств вам рассказала по этим картам. Но еще может быть, что мужчина просто что-то такое в ваших отношениях нашел, что нет соответствия. Вы же тоже, когда нет соответствия у вас с кем-то, вы с этим человеком откладываете разговор на потом. Вот две составляющие. Первая – это какие-то у него есть причины, весомые причины не выходить на связь. А второе, он просто что-то увидел такое в ваших отношениях, что нет у вас соответствия друг другу. И вы не должны об этом печалиться. Потому что эта карта, вот эта, да, вместе с картой Архангела Михаила, она точно говорит, что если у вас вот вторая причина, то есть нет соответствия между вами, ну вот не соглашаетесь ни на чем и так далее, вот совсем разные по характеру, просто разные очень, у вас будет новый знакомый, с которым вы сможете договориться. Новый знакомый, с которым будет соответствие вот по всем параметрам, да, по всем параметрам. Ну, это хорошая карта. Иерофант, эта карта, да. Шикарная карта. И она говорит, что у вас сейчас у многих проиграется, что вы будете в паре, потому что это как священник, который благословляет ваш союз. Многие из вас будут в паре. Это очень хорошая карта, конечно, старший аркан. И знаете, я вам скажу, у многих проиграется, что это будет скоро. Потому что здесь только у нас вот таких два серьезных старших аркана. Кстати, тоже по справедливости это будет скоро, да? По справедливости очень скоро вы будете в паре, вы не будете одиноки. Но если вы в паре, но ссоритесь, так что очень скоро вы будете мириться. Ну вот такой расклад, мои дорогие. Вы должны это услышать обязательно. У многих проиграется, но, конечно, не у всех. Потому что у некоторых именно в данную минуту между вами штормовая погода. И нужен Архангел Михаил, чтобы помог вам исцелить отношения. У некоторых между вами штормовая погода. Поэтому нужно время, может быть, чтобы вы могли договориться, видите, чтобы мы могли встретиться, договориться. Вот какие-то такие наивные, незрелые, может, отношения, пока у мужчины к вам незрелые отношения. Мужчина может быть вампир вот какой-то, ну, вымогатель вашей энергии или еще чего-то, или вас хочет покорить. Или он пассивный у некоторых, он пассивный пока. Это вам тоже нужно услышать, он пока пассивный. Пассивный может быть в заработке, не считает, что мужчина должен для женщины сделать удобную жизнь. Может быть, он этого не считает и не думает, что это важно, да? Да, у некоторых и это проиграется, что не считает, что это важно. Ну, такой мужчинка у нас, да. То есть здесь, знаете, я бы не сказала, что один мужчина вышел на связь. Нет, ни в коем случае. Здесь несколько показано было вариантов. И вы решаете для себя. Обязательно. Но эта карта говорит, что, конечно же, радости у вас будут еще в личных отношениях. В этом я не сомневаюсь вообще. Сейчас, мои дорогие, я перехожу на карты вот эти. Это карты Кипр, это немецкая система. И мы посмотрим, что действительно мужчина думает. Потому что он думает, вот это сигнификатор его мысли. Что он действительно думает.
Что вы должны сейчас услышать о нем? Ой, хорошая карта, я ее обожаю. Думает о том, чтобы, может быть, сделать ремонт в доме, квартире, или приобрести квартиру, сделать ваш быт уютным. Это ваша Wohnzimmer, по-немецки Wohnzimmer называется, по-английски family room, а по-русски это гостиная. И карта гостиной – это метафора приватных отношений, где не для общих глаз, не для других людей, где есть интим. Видите, здесь шторы красные, интим, где ваш портрет у него в голове, вот он рисует ваш портрет, а на этой карте он уже нарисовал ваш портрет и повесил на стену. И может быть, вы с ним так давно в разлуке, что он не один портрет нарисовал, а целых два, вот 1 и 2, по левую и правую сторону вашего камина фамильного. Или, может быть, он нарисовал не 2 портрета, а целых 3. 2 нарисовал, уже повесил на стену, а 1 сейчас в проекте. То есть, может, какой-то мужчина у вас в проекте новый, который вот такой обеспеченный, умеет красиво жить. Это целое искусство, как я говорю, да? Чайный набор – это такой намек на разговор, чайный набор. А здесь у него вот эта, знаете, машинка, чтобы пластинки звучали. Ну, не граммофон, но как называлось? Проигрыватель. О, боже мой, какое слово советское, только сейчас всплыло у меня. Проигрыватель. Он проигрывает свои мысли о вас, он проигрывает эти мысли. Они у него идут по кругу, одни и те же, одни и те же. Я был неправ, или она была не права, почему так получилось, кто виноват. Проигрывает эти мысли, как старая заезженная пластинка, которая спотыкается, застревает на одном и том же месте. Он застрял на одном и том же месте. Он застрял, может быть, на каком-то этапе ваших отношений, никак не может выйти из них. А там у него за спиной еще много рамочек, и это картины, но они повернуты лицом к стене. И если вы спрашиваете, что будет с нашим треугольником, если у него другая, эти картины, наверное, с портретами других женщин, которые были в его жизни, теперь эти картины развернуты к стене, то есть он уже не думает о других женщинах, он думает о вас, это хороший знак. Он думает сейчас о вас, проигрывает одну и ту же музыку в голове и разными красками хочет разрисовать. Но это какая-то терапия, что ли, у него такая, да? Он, наверное, мечтает вот о такой очень уютной обстановке для вашей пары. Но это неплохой знак, конечно. Что еще вы должны услышать о нем прямо сейчас? Ну, это карта мужчины, это главная карта мужчины. Карта Кибер отличается от Ленорман, и там карта 1 – это main male, и карта 2 – male female, main female. Main – это главный male мужчина. Ну, то есть партнер, можно сказать, да. И вот он в этой же комнате, да, в этой же комнате он. Даже мы видим тот же раг, тот же ковер. Это та же самая комната, но теперь на стенах почему-то висят другие картины. Тот же камин, в принципе, та же комната. Но обстановка чуть-чуть поменялась. Кое-что осталось, а кое-что другое. И обои другие. Может быть, он сейчас в другом месте, не там, где вы. Но то, что вышла именно его карта в раскладе, говорит о многом. Во-первых, говорит, что мы его действительно очень мощно вызвали в этот расклад. А во-вторых, на главную тему расклада отвечает карта «Да». Вам нужно, вы должны это услышать, его мысли о вас в эту минуту. Он действительно думает о вас в эту минуту. Это очень хорошее сообщение от него идет, да? 12-я карта, привилегированная дама, privileged lady. Это вы, наверное. Вообще 12-й номер счастливый, это 1 и 2, плюс будет 3. Это по западной нумерологии, да? А 3 это карта Юпитера. 3 номер, вернее. 3 это номер Юпитера. И сейчас мужчина, Юпитер – это расширение пути, да, хочет, чтобы пути дорожки расширились, и вы встретились. Есть такой мужчина. Дорогие, если смотрите на бывших, я скажу одно. Если хочется, смотрите, потому что
Вы должны по чувству делать. Вот нельзя сказать, переформируйте свой вопрос к Вселенной. Нет, это неправильно. Как вы, вопрошающий, спрашивает своими словами, так и правильно. Или не думайте о бывшем. Но если думается, куда эти мысли девать? Но вы должны знать, что если вы сейчас застряли на бывшем, который вас обидел, то сейчас в вашей жизни может появиться новый, очень достойный господин. Юпитер расширит его пути к вам, то есть сделает гладкими дороги. Помните, как написано в Библии о предтече Иоанн Креститель? Он делал гладким путь для креста, чтобы прийти. Вот это юпитерский крест. Поэтому церковь христианская, она юпитерианская. А Юпитер — это как Дед Мороз, который дарит подарки за хорошие дела. То есть грехи, значит, каемся в грехах, и будут подарки. Да? Это все юпитерианская сфера. Потому что и астрология, и любая религия — это об одном и том же, это о духовности. Я обожаю религии, они о том же, о чем и астрология. И нумерология, кстати, тоже духовность, да, только древняя, более проверенная на многих примерах. И 1 — это, конечно, мужчина 1, который будет номер 1 в вашей жизни. И 3 — это дороги от него к вам будут гладкими. Юпитер расширит эти дороги, сделает возможным встречу. Или с новым мужчиной, или с тем, с которым еще возможно отношения улучшить, да. И вы будете в его объятиях, и вы будете, вот это ваша квартира или дом внутри, уют, доверие, мягкие слова, вот диван, подушки, мягкие слова. Цветы — это высокая энергия чувственности. Ну а чай — это умение поговорить, пообщаться, потому что без общения нет отношений. Даже если немножко, но каждый день. А камин — это страсть, живая страсть. И поэтому 3 — это юпитерианский номер, когда вот это ваша внутренняя составляющая квартиры или дома, а вот это внешнее, там, где вы у себя в саду, и вам удобно. Привилегировано это тому, кому удобно. Да? Вот такой 12-й номер карты. Но если я сейчас пойду немножко в ту сторону, где идет речь о восточной астрологии, то я прочту 1 и 2 по-другому, да, по восточной нумерологии, извините. По восточной нумерологии мы цифры не складываем, мы цифры читаем вот как предложение, вот как карта Ленорман, как предложение. И у нас цифра 1 – это ему с вами повезло. Мужчине, и он номер 1, с вами повезло. А цифра 2, вы для него была слишком легкая добыча. Да, вот в чем дело. Слишком легкая добыча. Вы для него как добыча. Это для некоторых. У некоторых, дорогие мои, проиграется. Слишком легкая добыча. Говорит о том, что мужчина, кстати, причем здесь, да, 21 и 16. А мужчина вам сразу понравился. У вас сразу к нему возникла страсть. Вы ему слишком сразу доверились. Вот если мы посмотрим 2, это, как я уже сказала, Луна. Это внутренняя жизнь человека, 2 Луна, 1 это Солнце, это внешняя жизнь человека. Вот внешне и внутренне он вам понравился сразу, вы влюбились слишком, слишком рано. Даже если это правильно, все равно лучше сразу не влюбляться. И 16-й номер, это если привести на западную астрологию, то 1 это, конечно, Солнце, да, 1 это всегда Солнце, а 6 это Венера. То есть он вас любит, у него к вам есть страсть. Но если на восточную нумерологию, то здесь будет по-другому. Он пассивный, потому что 6 – это пассивность. Ну и по западной, и по восточной 6 – пассивность. Венера – это пассивная планета, это пассивная удача. То есть он пассивный. Ему просто с вами очень повезло. Вот и все. Ему очень повезло. Вы для него были легкая добыча. Это, может быть, проиграется не у всех, но у многих. Итак, что еще вы должны услышать об этом мужчине? А комьюнити – это же общество, в котором он или вы есть. Это может быть семья ваша, ваш коллектив, его коллектив. И в коллективе идут о вас разговоры, о вас судят. Многим людям интересно, что с вами происходит. Идут пересуды. Идут разговоры, обмывают косточки в вашей паре. Интересует многих, что у вас происходит. Это как позитивно, так и негативно. Позитивно почему? Потому что когда о нас говорят, это все-таки лучше, чем вообще не говорят. Да? Тогда мы никому не интересны. А это плохо тоже. Ну а негативно, потому что люди любят
люди любят поиздеваться и за глаза насмехаться. Не все, не возвышенные, да, не чистые души. Так вот, здесь идет речь о людях, которые вас судят, и они хотели бы, чтобы у вас было все плохо. Насмехаются, не обращайте внимания, они просто нездоровые. У вас действительно в вашем окружении есть такие нездоровые субъекты. Но если по западной астрологии мы идем, то здесь очень все просто. Марс — это 9, а 3 — это Юпитер. Про Юпитер я уже сказала. А Марс — это личная персональная энергия каждого человека. Вам нужно знать, в каком знаке у вас Марс. Обязательно. Так что по этому знаку тоже можно гороскопы смотреть, да? Потому что это ваша персональная креативная энергия, это не только мужчина. Так вот, знаете, каждый судит относительно мере своей распущенности, как у нас когда-то говорили, да, относительно мере своей распущенности. И не обращайте на них внимания. Вот это четко по западной нумерологии. Ну а по восточной нумерологии это давно судят, потому что 9 это давно. Давно о вас судят, да? Вот в чем дело. И они не могут, вот знаете, 3 это витальность по китайской восточной нумерологии, и для них это вот как они не могут жить, чтобы не омывать косточки другим людям. Так что вам не нужно это волноваться об этом. Я же говорю, не говорят только о мертвых, так что и хорошо говорят только о мертвых или не говорят о мертвых. Так что знаете, вы живой, значит, если о вас говорят. Так, его мысли о вас в эту минуту. Ух, какая карта, да? Кофин или же гроб. Ну что, боится о вас даже подумать, потому что, может, возбуждается. Ну, извините за такую простую банальность, но это же все, что естественное, то не безобразно, да? Но он боится, что потом не будет знать, как себя успокоить. Вот, может быть, потому что гроб это страхи, это страхи. И давно у него эти страхи, потому что 19 по восточной это давно у него эти страхи, а по западной нумерологии это, конечно, Солнце плюс Марс. Но Солнце плюс Марс это активность, которая опасная. Так что он не действует, потому что думает, что ляпнет что-то опять вас обидит. Он такой, как, знаете, медведь несграбный, поэтому боится. А что еще вам нужно знать о мужчине? Ну, карта влюбленные – это очень хорошая карта. По западной нумерологии это 6, Венера, 1 плюс 5 – это 6. Это символ Венеры. И еще нумерологией я занимаюсь, серьезно, вы нигде такого не найдете, это секретное знание. Венера 6 означает, что это расшифровывается как? Расшифровывается 1 и 5. 1 лидер и 5 это Меркурий. То есть это умение, в голове происходит эта сексуальная аттрактивность, в голове, Меркурий это в голове, да, лидер в голове, он, получается Венера, интересно очень. Ну а по восточной, конечно, там немножко то же самое, но другими словами. Когда любовь, нужно сказать, что никто не выигрывает, потому что 1 и 5 это вот в восточной нумерологии никто не выигрывает, когда любовь, а здесь дал и возьми. Это правильные типа товарно-денежные отношения, да, именно они подчиняются Венере. То есть один дает, другой получает, потом один получает, другой дает, и это 50 на 50, никто не выигрывает, тогда настоящая любовь. И вот вам в эту минуту нужно знать, видите, голубки, 2. В общем, очень интересно. Мир будет, у вас будет мужчина или тот, который уже был, у многих проиграется, или будущий, где никто не будет выигрывать, где выигрывать будет любовь, где вы и он будете в выигрыше. Очень-очень мощно. Сегодня нумерологический расклад получился, немножко мы говорили о астрологии, что на него это, конечно, очень сильно тоже влияет и на вас, да. И вот здесь много Юпитера у нас, видите, много Юпитера, потому что это я вижу, когда я все это складываю, потом, это уже такая моя кухня. И много здесь лидерства единиц, много, так что, да, Солнце. Кто у нас мужчина по Солнцу? Напишите в комментариях, кто ваш мужчина по солнечному знаку. И тогда вы много о нем поймете, потому что 1 это Солнце, это лидер, да, это лидирующий солнечный знак у него. Вот так это очень важно. Потому что с каждым знаком по Солнцу мы по-разному можем взаимодействовать. Но здесь вот такая дипломатия, когда вы равноправные партнеры, по карте влюбленные, только тогда, конечно, будет любовь, когда вы найдете себе
равноправного партнера, или ваш мужчина поймет, что нужно равноправие иметь в отношениях. То есть давать, получать в этом плане равноправие, да, ценить друг друга, и никто не больше другого, и никто не меньше другого. Но здесь вот такой расклад, девочки, мальчики. За что купила, за то и продаю, да, у меня все очень честно всегда. Кстати, за деньги ничего не делаю. Ну, а подписка на канал или лайк, это стоит ровно 0 копеек, 0 рублей. Я вам очень советую подписываться, потому что это все для вас здесь делается. Так что, мои дорогие, очень хорошо, что вы побывали на моем раскладе, я очень рада. Вот это мой дом для вас. Сегодня солнечная погода. Я вас благодарю за дружбу, и я радуюсь, когда я могу с вами дружить. И желаю вам счастья. Желаю вам, дорогие, счастья, здоровья, всего самого-самого лучшего. И до новых встреч. Пока-пока, мои дорогие.